Привет, друзья! Разработчики игры, уйдя на китайский Новый год по их календарю, порадовали нас, действительно порадовали, я сейчас без шуток и стёба, многими интересными конкурсами и ивентами. Ивент «Побег» – один из них. Его смысл – выбраться из помещения тюрьмы, по пути сражаясь с охранниками. А в конце, как обычно, нас ожидает трудный бой с самим боссом, начальником тюрьмы. Ну что же, присаживайтесь поудобнее и начинаем? Правила события «Побег». Правила игры. Итак, сначала давайте рассмотрим правила игры. Их немного, они важны. Итак, сами правила читать не буду, вы сами прекрасно это умеете. Расскажу лишь, что полезного можно вынести из чтения этих самих правил. А вот что. Во-первых, войска и герои отражаются, то есть в реальности мы войска не теряем. Во-вторых, главное отличие этого ивента от, скажем, Дороги Победы. Войска и героев можно вылечить. Правда, для этого нам придется потратить так называемое зелье. Но тем не менее, пройти этот ивент гораздо проще, если знать, даже на уровне сложности кошмар. В-третьих, можно выбирать так называемые усиления, особые карты, усиливающие наши войска, героев или драконов. Ну что же, давайте теперь поговорим обо всем этом подробнее. Итак, начало ивента. В самом начале у нас отражаются все войска и герои, как в зеркале. Будьте внимательны. Перед тем, как зайти в ивент, будет хорошей идеей проверить ваши войска и героев. Не переключили ли вы случайно героев на другой сет? Проверьте обмундирование, заклинания. Это важно, так как если ошибетесь, босс в конце достаточно сложный. Просто так не пройдете. А ивент длится всего лишь 2 дня. Времени на исправление не так уж много. Все как в случае с зеркалом. Итак, после нажатия на кнопочку «Старт» мы оказываемся на карте ивента на первом этаже. Всего присутствует 3 этажа. Сложность нарастает по мере продвижения. Итак, я отметил стрелочкой наше местоположение в левом углу карты. Нам нужно двигаться вправо, перескакивая с клетки на клетку. Мы можем двигаться только строго по клеткам. Ни перескочить, ни пропустить клетку мы не можем. Интерфейс и кнопки. Давайте пробежимся по интерфейсу. Сначала кнопочка «Награды». Это первая кнопка. За каждый этаж свои награды. Здесь собраны все награды за прохождение уровней или этажей тюрьмы. Важное замечание, не забудьте их собрать после прохождения. Если этого не сделать, награды попросту пропадут. На следующий раз, как, к примеру, в зеркале, ничего не переносится. Будьте внимательны. Наемники. Вторая кнопка, если считать слева, наемники. Разблокируется только после открытия специального символа, до которого еще нужно дойти. После разблокировки можно как занимать своих героев, так и нанимать героев, предоставленных другими игроками. Хорошая альтернатива лечению, кстати. Исцеление. Героев и войска можно лечить. В начале квеста, как видите, нам выдается определенное количество песка и эликсира для исцеления наших героев и войск. Этого мало, так как войска и героев придется периодически подлечивать. Поэтому, если хотите довести войска в целости до финального босса, придется заскакивать на клетки со специальными значками. Это как раз бутылки для лечения героев и песок для лечения войск. Войско. Это вся наша армия для этого квеста. Обратите внимание, войска уже голубенькие, отраженные. Сравните с яркими войсками в начале. Теперь у нас отраженные войска, как в зеркале. И последняя кнопка – особый навык. Пока здесь ничего нет. Чтобы получить эти навыки, нам нужно побеждать противников. За их победу и выдаются эти самые особые навыки. Сражение. Давайте рассмотрим возможных противников. Мы можем выбирать, с кем сражаться, с элитными войсками или с обычными. Ну, как правило, можем. На 3-м этаже все войска элитные. Перед боем нам можно нажать на клетку и посмотреть, кто нам противостоит. От силы выбранного противника напрямую зависит и ваша награда.
В этом ивенте наградой служат не ресурсы, а карточки усиления, которых у нас пока нет. Для подготовленного игрока бои не представляют никакой сложности. Новичкам будет сложно, особенно если ваш клан работает на уровне сложности кошмар. В этом случае имеет смысл нанимать героев. После боя вместо ресурсов нам предлагают на выбор одну из 3 карточек усиления. Выбирайте с умом. Карту можно выбрать лишь одну из 3, и она будет работать на все ваши войска и героев до конца ивента. После окончания ивента карты пропадут. На следующий квест ни песок для лечения войск, ни эликсиры для лечения героев, ни карты усиления, полученные после боев, не переносятся. Как только мы нажимаем на кнопку «Выбрать», карта попадает в наш инвентарь особых навыков, где можно посмотреть все наши усиления. На экран влезает лишь 4 карты. Чтобы посмотреть их все, нужно прокручивать манипулятором типа палец карточки влево-вправо. А мы перескакиваем на следующую клетку, где нам противостоят очередные противники. Обратите внимание, внизу противник обычный, а вверху уже элитный. Различаются противники по цветовой градации. Лазурный самый слабый, дальше фиолетовый, оранжевый, желтый и малиновый самый сильный. 5 цветовых градаций, чему подчинено буквально все в игре Art of Conquest. Обратите внимание, обычные войска и элитные. Соответствующие будут и награды. За элитные войска награды соответственно круче. Награды, повторюсь, карточки усиления. Не ресурсы, не карты опыта, карты усиления. Как только нажимаем на кнопку «Выбрать», перескакиваем на следующую игровую клетку квеста. Здесь уже нас ждет приятная часть – сундуки с наградами. Перед тем, как открывать, можно посмотреть, что внутри. Выбираем и перемещаемся на следующую клетку. У нас снова выбор – сражаться с обычными войсками или с элитными. Выбирайте в зависимости от того, какую награду вы хотите получить. За элитные войска карты круче. По окончании каждого боя в нашу коллекцию можно добавить одну из 3 карт усиления на выбор. Работать будут все карты, собранные в коллекции. Выбираем и перемещаемся на следующую клетку. Мы добрались до артефакта наемников и пузырьков с лечением героев. Выбирайте, что лично для вас предпочтительнее – нанимать чужих героев или лечить собственных. Выбираем и прыгаем на клетку вперед, где нас поджидают очередные противники. Обратите внимание, внизу обычные, вверху элитные. Отличаются по форме и цвету значка. И далее уже по проторенному сценарию. После победы нам откроется возможность взять либо верхний, либо нижний сундук. Перед выбором можно посмотреть, что внутри. Выбирайте, что вам нужнее. Кстати, карты усиления работают все вместе. Я уже об этом говорил. Список уже открытых карт и усиления, которые эти карты дают, можно посмотреть, нажав на соответствующую кнопку. А мы подошли к боссу этого уровня. Итак, босс уровня. По сути, это обычный грозовой голем. На первом этаже все достаточно просто. Побеждаем и после победы получаем карты. Обратите внимание на цвет карт. Карта усиления оранжевого грейда. Как только выбрали карты усиления, мы перескакиваем на клетку босса и с нее отправляемся на следующий этаж. Второй. Итак, второй этаж. Здесь все то же самое, что и на первом, только немного сложнее противники. Выбираем войска. После победы выбираем карты с усилениями. В перерывах между противниками прыгаем на клетки с сундуками. Награды в сундуках также более серьезные. Если в вашем войске много раненых, имеет смысл заглянуть на соответствующую клетку с эликсиром для героев или с песком для войск. Значок щита означает найм героев. Не забывайте собирать награды. Как уже говорил выше, если мы этого не сделаем, они попросту пропадут. А в конце нас поджидает босс этого уровня. Очередной босс. Как видите, нам встретился темный ангел. Побеждаем, получаем заслуженные награды и перемещаемся на 3-й этаж. Итак, 3-й этаж. Здесь самые сильные противники, но и самые лучшие награды. Обратите внимание, так как уровень достаточно сложный, присутствует множество наград и самое главное,
много клеток с лечебным порошком для войск. Если во время сражения ваш герой окажется ранен, обязательно лечите его при помощи банок с эликсиром. Чем дальше, тем бои будут сложнее, так что старайтесь проходить по возможности без потерь. Добавляем карты усиления к нашей коллекции. Выбирайте, что вам в данный момент нужнее – отличить ваши войска или героев. Соответственно, выбирайте банки для героев или порошок для войск. А мы подошли к финальному боссу. Начальник тюрьмы. Сложный босс даже для высокоуровневых игроков. Победить можно, соблюдая некоторые условия. Во-первых, это магическое существо. Плюс личи маги. Что это означает? Правильно, госпожа Елена вам в помощь. Собственной персоной для срезания магического урона. Это раз. Во-вторых, крайне желателен дракон как раз не на урон, а на лечение. Зеленый с прокачанными скиллами на лечение и возрождение – самое оно. И в-третьих, как и для зеркала, крайне важно еще до отражения войск и вхождения в ивент определиться с вашими войсками-героями, их снаряжением и скиллами. К примеру, у меня гномы. Я переключил призмы на урон, исключая Базрика. У него на призме щит для усиления самого героя. Повышает выживаемость нашего хорошего вампира в разы. Гавгар и Жак на усиление мехов. Гримс – боеприпасы. Авалон – аура для снайперов и героев. Также с остальными героями на максимальное усиление. Если войска ранены, обязательно лечите. Все равно все пузырьки и песок пропадут после окончания ивента. В результате босс проходится достаточно просто и с хорошим запасом по времени. Собираем заслуженные награды и все, мы молодцы. Всех букозавров забороли, награды собрали, ивент завершили. Ну что же, дамы и господа, вот таким интересным и неожиданным ивентом порадовали нас лилитовцы в их китайский Новый год. Я желаю вам пройти этот ивент на отлично и главное – получить массу положительных эмоций во время прохождения, а бонусом – отличные награды. Ну что же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать другие интересные видео и рассказы. Не забывайте про Дзен-канал, там также много интересного и полезного. Буду рад вас там видеть. У меня также есть YouTube канал по игре Fallout, заглядывайте. А на сегодня все, оставайтесь на светлой стороне. Всем удачи и пока!